Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю домашнюю буженину в кастрюле из свинины и говядины, без духовки, на плите. Мясо томится на слабом огне, получается очень мягким, сочным и ароматным. Такая буженина отлично подходит и на бутерброды, и как горячее блюдо. И я думаю, что именно ассорти понравится всем, потому что можно выбрать мясо на свой вкус. Для рецепта мне понадобится маринад. Я сразу приготовлю в миске, где буду мариновать все мясо, чтобы не пачкать лишнюю посуду. Добавляю сюда 1 столовую ложку горчицы. Это у меня европейская горчица, не острая. Также я буду использовать вот такой соус барбекю. Он придаст мясу такой вкус, как будто мясо приготовлено на костре. Добавляю 2 столовые ложки. Также добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Я использую оливковое, можно использовать любое. На 2 килограмма мяса добавляю 2 чайные ложки соли. Черный перец. Безусловно, вы можете использовать те специи, какие вы любите. Соль и перец добавляйте по вкусу. Я добавляю 2 чайные ложки паприки, чайную ложку кориандра, чайную ложку специй для барбекю, сушеный чеснок 1 чайную ложку, сушеный лук 1 чайную ложку, чайную ложку семян кориандра и чайную ложку тимьяна. Также добавляю 2 небольших лавровых листика и через пресс выдавлю чеснок. У меня 7 крупных зубчиков. Маринад перемешиваю. Должна получиться вот такая кашица, которая легко намажется на мясо. И для моего рецепта я использую мясо ассорти. У меня здесь 2 куска свинины. Я использую свиную шею. Вот таких 2 средних куска. И также у меня вот такой кусок говядины. То есть у меня будет запекаться буженина ассорти. Вот этот один кусок говядины у меня весит примерно 800 граммов. И свинина в общем кило 200. То есть всего 2 килограмма мяса. Выкладываю мясо в маринад и натираю со всех сторон, чтобы все кусочки хорошо покрылись маринадом. Закрываю миску пленкой и оставляю мясо мариноваться. Его можно отправить в холодильник на всю ночь. Тогда оно будет вообще супер промаринованное и очень вкусное. Но если у вас совершенно нет времени, оставьте его при комнатной температуре на часик. И мясо тоже будет очень вкусным. И оно тоже хорошо промаринуется. У меня прошел примерно 1 час. Мясо уже промариновалось. Если вы ставили мясо в холодильник, обязательно заранее доставайте его примерно за полчаса, за 40 минут, чтобы мясо прогрелось до комнатной температуры, тогда оно будет быстрее готовиться. Готовить мясо я буду вот в такой большой чугунной кастрюле. Это моя такая любимая чугунная кастрюля, в которой я запекаю и мясо, и пеку хлеб. Включаю ее разогреваться. Наливаю растительное масло. Не надо много, просто чтобы оно покрыло дно. Конечно, буженину лучше всего готовить в кастрюле или в сковородке с толстым дном. Тогда тепло распределяется более равномерно и буженина хорошо тушится. И сейчас в первую очередь все куски мяса надо хорошо обжарить со всех сторон. Именно обжаренное мясо дает вот этот классный вкус и запечатывает соки. Я выкладываю мясо по очереди. Сначала обжарю один кусок, затем следующий, чтобы масло сразу не теряло температуру. И чтобы мясо именно жарилось сейчас, а не тушилось. Жарю на большом огне. Когда первый кусок уже слегка обжарился, добавляю сюда второй. Видите, мясо сразу оно как бы сжимается при обжаривании. Добавляю третий кусок мяса и также обжариваю. Когда все мясо обжарилось, добавляю в кастрюлю воду, примерно миллилитров 200. Добавляю горячую воду. Огонь делаю тише. Сейчас внизу вот эти вот все соки, в которых обжаривалось мясо, они разойдутся в этом бульоне образовавшемся. Огонь обязательно сделайте тише. Теперь я закрываю все крышкой и на небольшом огне готовлю буженину примерно часа 1,5-2. Все зависит от того, какие куски мяса вы используете, какой величины. И учитывайте тот нюанс, что говядина готовится дольше, чем свинина. У нас здесь мясо ассорти, но говядина у меня такой небольшой кусок, разрезанный. Поэтому примерно все мясо будет готово одновременно. И, кстати, у меня здесь в миске осталось еще немного маринада. Я его также добавляю сюда в кастрюлю. Периодически я поднимаю крышку
и мясо переворачиваю. И проверяю, сколько здесь у меня жидкости. Жидкости достаточно, поэтому ничего добавлять не надо. Посмотрите, какое нежное мясо получилось. И здесь образовалось довольно много бульона. Плиту выключаю. Сейчас прямо в этом бульоне мясо надо оставить остывать. Тогда оно будет очень сочное и мягкое. Но для меня этой буженины получается достаточно много. И я сегодня хочу сделать из нее еще один рецепт. Это будут макароны по-флотски. Это рецепт, который просто пальчики оближешь. Обязательно на него ссылку потом оставлю в описании. Поэтому я сейчас от этих кусков отрежу немного мяса. Я возьму немного говядины и свинины. Отрежу кусок говядины. Посмотрите, какая говядина получается нежная, сочная, отлично приготовленная. Очень вкусно. Оставшийся кусок говядины возвращаю обратно в кастрюлю, в бульон. И достаю кусок свинины. Также отрежу для моего рецепта. Вот такая сочная, классная свинина получилась. Остальную буженину я оставляю остывать в бульоне. Когда буженина остыла в кастрюле до комнатной температуры, я завернула ее в пергамент и отправила в холодильник на несколько часов. И сейчас покажу, какая получилась. Это кусочек свинины. И здесь говядина. После того, как мясо остывает, его можно нарезать очень тоненько. Это невероятно вкусно. Обязательно приготовьте и попробуйте. Готовится это ассорти все в одной кастрюле. Быстро, просто и вкусно. Если рецепт вам понравился, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока! На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда, или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта.